Друзья, я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня у нас очередное видео о покупках для дома, хранения, организации и так далее. Сегодня прям будет, наверное, в основном хранение, но и будет пару таких эстетичных вещей, но тоже практичных, которыми мы пользуемся с радостью и удовольствием в моем случае. Надеюсь, что это видео вам понравится. Все, что было куплено на маркетплейсах, я обязательно оставлю ссылки, но в любом случае скажу, в каких магазинах я это брала, потому что тут и также имеются сетевики, популярные, известные, так что проблем с этим не возникнет. Надеюсь, что вам будет интересно, и давайте, наконец, начнем. Итак, начну я, пожалуй, с таких... Давайте начнем с фикса, потому что у меня одна всего лишь вещь из фикс-прайса. И на самом деле не супер удачная, я, наверное, не очень бы ее рекомендовала, или с определенным моментом. В общем, это вот такая навесная корзинка, и само по себе это мероприятие изобретения очень крутое, очень удобное, но то, как сделаны вот эти штуки, оставляет желать лучшего. Я тут уже пыталась перегибать несколько раз, поэтому все выглядит максимально печально. Они, в общем, на каком-то разном расстоянии, под разным углом. И получается, что, лично у меня на вот эту дверцу оно по-нормальному не встало, так скажем. Поэтому в итоге я приспособила совсем по-другому эту навесную полку. Но по прямому назначению, к сожалению, меня эта покупка разочаровала. Поэтому в целом и в общем... История классная, действительно очень удобная и круто впишется в любой интерьер, потому что это классно вешать на шкафчике куда-то изнутри, например, вы создаете дополнительное пространство, при этом не затариваете ничего с внешней стороны, в общем, супер круто. Единственное, что вы тщательно тогда смотрите в магазине и проверяете, насколько вам действительно подойдут вот эти крепления, либо насколько вы сможете их переделать под себя. Вот. Если с этим моментом все будет ок, то действительно вещь очень крутая, поскольку в фиксе стоит она довольно бюджетно, так что здесь просто есть свои нюансики. Далее, вещь, которую я покупала на ВБ, и мне она очень понравилась по своему качеству. Это вот такие полотенца. Их вообще в наборе 5 штук, просто 2 у меня уже в работе активной. Очень приятные. Считается, что они а-ля из микрофибры. Но знаете, микрофибра такой интересный материал, что вы можете купить несколько каких-то тряпочек или полотенец из микрофибры, и все они будут абсолютно разного вообще качества. Поэтому микрофибра бывает разная. Это очень такая мягкая, приятная. Я очень ими довольна, на самом деле. Они стоили дешевле, чем 200 рублей. И, как по мне, качество просто отличное. Классно и впитывает, и вытирает. В общем, приятные оттенки, разноцветные. Ссылочку оставлю, если что, просто посмотрите. Отзывы там тоже замечательные, их очень много. Далее, вещь, нужная в быту. Как без нее? Это подставки. У меня есть подставки под горячее, вот такие миниатюрные, с таким прикольным растительным орнаментом под чашечки. Они имеют пробковую основу. Ну и сверху такое вот покрытие декоративное, можно сказать. В наборе 4 штуки. И я покупала их по акции в Sensei. Очень ими довольна. Они стоили супер бюджетно, там что-то 100 с чем-то рублей буквально. Плотненькие, хорошие, размер оптимальный, но он стандартный, да, для чашек, если мы берем миниатюрные. Я просто до этого обошла очень много магазинов, где продается посуда, в общем, все такие для дома, для комфорта. И там почему-то все эти подставки стоят каких-то космических вообще денег. Не знаю почему, но я прям даже удивилась, серьезно. Поэтому была рада, вот в Sensai по акции, на скидках, супер прям история. И в продолжение этого банкета, но это куплено не в Sensai, это было куплено, по-моему, в Хофф, на них тоже была акция. В наборе было 3 штуки, вот такие подставки, тоже пробковые, приятные. И, конечно, это супер эстетично смотрится. Их можно использовать не только под горячее, их можно просто где-то использовать как подставки в интерьере. Смотрится реально круто. Я даже, когда брала, не рассчитывала на этот момент, но потом поставила там, тут и посмотрела, насколько это круто выглядит. Такой немножко этно-вариант. Очень классно сделаны, как по мне, достаточно хорошо, потому что тоже эти подставки бывают разного качества и разного варианта, но на сегодняшний день их супер много, бывает здесь с рисунками какими-то и так далее. Вот. Но у меня классический, оптимальный вот такой набор. Рекомендую. Далее,
Сегодня будет очень короткое видео, хочу вам сказать, потому что у меня не так много товаров, и, как видите, я про каждый буквально в 2-3 словах, ну, почему, зачем размусоливать, так скажем. Далее, вещь, которая нужна на кухне, я считаю, ну, возможно, у вас, если вы, скажем так, родивая хозяйка, оно определенно уже имеется. Это наборчик, в данном случае. Вот такой. Это мерные стаканы, мерные ложки. Ну, продавец заявляет, что они тут в подарок. Подарки это всегда приятно, это всегда положительно действует на покупателя. Не будем скрывать этого. Итак, тут идет первый стакан вот такой на 500 миллилитров, давайте так это назовем. Если мука, то здесь только 300 будет грамм. Он с ручечкой. И для меня важный момент был какой, чтобы они были такие просиликоненные, потому что в магазине я видела, который рядом с домом, пластиковый, и мне не очень хотелось брать из пластика в том плане, что ну, его очень легко где-то задеть, уронить, и пойдут трещины, и, по сути, ну, использовать его уже, по большому счету, вряд ли получится, потому что будет всегда что-то проливаться, просыпаться, в общем, и так далее, да, вот эта течь будет не очень приятная. А когда материал такой просиликоненный, вы можете ими хоть бросаться, ну, не стоит, конечно, но я так образно, и с ними все будет хорошо, при том, что они, к слову сказать, еще и не супер хрупкие, такие, то есть он не мнется, надежный пластик, такой просиликоненный. Поэтому материал прям то, что мне было нужно, поэтому в итоге я именно их заказывала. Ну, тут еще всякие миленькие орнаменты, но мне это было не принципиально, но если для кого важно. Дальше идет такой более маленький мерный стаканчик. Здесь деление начиная от 25 до 200, например, сахара, муки опять-таки меньше. Рис тут указан, тоже с декоративными такими милыми элементами, плюс есть на всех стаканах такой носик, чтобы было удобно выливать, например. Ну, в общем, тоже очень здорово. И финальный аккорд, и, собственно, наш подарок, это такой набор мерных ложек. На самом деле вещь тоже очень классная и очень крутая, потому что, ну вот когда начинают писать там 20 грамм или еще что-либо, вот как ее, эти 20 грамм, ты начинаешь там, не знаю, гуглить, сколько чайных ложек влазит в эти 20 грамм. Короче, здесь начинается от 1 миллилитра ложечка. В наборе здесь 5 ложек. Ну и с учетом того, что это заявлено просто как бонусная программа, это вообще супер феерично круто. Поэтому я этим набором осталась очень довольна. Ссылку тоже оставлю, но его я брала на Озоне. Прям респект. Ну и 2 эстетских товара, это 2 замечательные чашки. Я прям, знаете, потратила на них время, хочу вам сказать, потому что, как оказалось, найти красивую, какую-то оригинальную чашку, это не такое простое занятие, как мне первоначально думалось. Поэтому я прям исходила немало страниц на разных сайтах и маркетплейсах, в итоге остановилась на ВБ, и я вам покажу сейчас, что за чашечки, ссылки обязательно будут внизу. Не знаю, правда, если они сейчас в наличии, но тем не менее. Итак, первая чашка вот так вот выглядит. К слову сказать, ее я даже, по-моему, в каких-то магазинах видела, но это не точная информация, не буду врать. Или видела что-то схожее, возможно, не суть. В общем, она выглядит очень красиво, у нее вот такая, ну не гравировка, но рисунок. Немного такие восточные мотивы, и при этом еще такой оригинальный графитовый оттенок, то есть вы видите, да, что чашка не прозрачная, не белая, она такая, ну, графитового такого оттенка, самое верное будет описание. Очень она мне нравится, смотрится действительно стильно, интересно, оригинально, красиво, но вот даже сейчас я с ней сижу, я понимаю, что она прям феерия. Так, ну и, соответственно, она хорошо себя ведет, она уже не раз у меня мылась, чай и горячий вообще замечательно, то есть, в общем, все хорошо у нее в применении. Ну и вторая, она такая более ванильная, она более такая интересная, ну, та чашка красивая, но она более классическая, будем честны. А это прям такие облачка, она немножко детская в том числе, но мне нравится. Мне кажется, все равно она так создает очень классное такое ванильное настроение в какой-нибудь, допустим, выходной, серый день, а скоро осень, серых дней будет довольно много за окном. Налить в нее чашечку вкусного кофе или чая, если вы любите чай, может какао. В общем, что пожелает ваша душа. И мне кажется, прекрасное такое настроение с утра или вечером обеспечено.
Тоже все отлично, ничего не слезло, тоже мылась она уже 300 раз, как говорится. Поэтому ссылки обязательно оставлю. Если вы также в поиске какой-то такой интересной чашки, то вот можете обратить свое внимание или на подарок. Они упакованы довольно хорошо, не подарочно, но в картонных таких коробочках, то есть все, в общем, прилично выглядит. Вот такое довольно небольшое видео, но я надеюсь, что оно вам понравилось. Буду рада вашим комментариям и обратной связи в плане, может быть, что вы что-то из этого как раз покупали, и вообще, как вы относитесь ко всяким таким штукам в доме. Ну, понятно, к чашкам все хорошо относятся, но, например, к подставкам под горячее, насколько вы вообще их используете или не совсем. Мне будет интересно. Как всегда, желаю вам солнца, цвета, позитива, ярких впечатлений, ярких эмоций. Любите, творите. Увидимся с вами скоро в новых видео.